Этот малыш и его собака были неразлучны с рождения, но сегодня все было совершенно иначе. Мой четвероногий друг вдруг начал странно себя вести. Сначала никто не знал почему, но мать мальчика, Лора, внезапно сделала странное открытие. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать, что произошло между этими двумя лучшими друзьями. Джеффри и бульдог Сэмми родились в один день, и сейчас им 11 месяцев. Джеффри на самом деле родился на 5 минут старше, но Сэмми не нужно этого знать. И что еще интереснее, они родились в одном доме. С самого рождения эти близнецы были неразлучны и почти все делали вместе. Когда Джеффри получал новую игрушку, у Сэмми тоже должно было быть что-то новенькое. Мама мальчика позаботилась о том, чтобы ни один из них не чувствовал себя забытым. Эти двое стали настолько близки, что могли чувствовать, когда другой из них был рядом, как настоящие близнецы, которые, как известно, имеют особую связь. И это заставило Сэмми почувствовать, что с Джеффри сегодня что-то не так. Он никогда не испытывал ничего подобного к своему брату. Все началось с того, что они вместе веселились в гостиной. Лаура в это время смотрела телевизор. Сэмми, который научился ходить раньше маленького Джеффри, бегал по кругу вокруг своего друга, а маленький мальчик следил за ним глазами, улыбаясь ему до ушей. Внезапно улыбка исчезла с его лица, и Сэмми замолчал. Он посмотрел на мальчика большими блестящими глазами и сел. Без всякого предупреждения обычно спокойная собака начала громко лаять. Лора была так ошеломлена этой внезапной вспышкой собачьего лая, что буквально упала с дивана. Она и не могла поверить, что это ее милая собачка. Лаура поднялась с пола и побежала к своему ребенку. А когда она вошла в гостиную, на первый взгляд все выглядело нормально. Джеффри растянулся на ковре, а Сэмми перестал лаять. «Зачем ты меня так пугаешь, Сэмми?» – громко воскликнула Лаура. Ей не следовало злиться на свою собаку, и она подумала, что с Джеффри что-то не так. Это было не смешно, и она хотела прояснить это. Лаура заварила себе чашку чая и снова уселась на диван. Она надеялась, что все успокоится, но она даже не успела сделать глоток, когда опять услышала лай Сэмми, гав-гав-гав. На этот раз еще громче. Что с ним такое? Это было уж слишком. Лора сердилась все больше и больше. Понервничав, она пролила на себя горячий чай, затем она резко встала и в ярости снова пошла в гостиную. «Все, хватит. Я не знаю, что происходит, но Джеффри теперь будет сидеть со мной», — сказала Лаура. Пришло время разлучить двух друзей, потому что это было явно ненормальным поведением. Однако, войдя в гостиную, она внимательно посмотрела на Сэмми, собака посмотрела на нее блестящими глазами. Только тогда Лаура поняла, что маленького Джеффри нигде не видно. Молодая мать запаниковала. Собака упорно пыталась ее предупредить. Кто-то похитил ее любимого Джеффри. Слезы наполнились ее глазами, когда она начала переворачивать всю гостиную вверх дном. Ее ребенок должен быть где-то здесь, рядом. Одежда летала в воздухе, все гардеробы были открыты, а коврики уже стояли в углу комнаты, но Джеффри не было видно. Ее ребенок ушел. Как она могла быть такой невнимательной, когда дело касалось ее малыша? В отчаянии она пошла на кухню. И как раз в этот момент она что-то увидела краем глаза. Лоре показалось, что она что-то слышала, но решила, что это, должно быть, ветер шуршал листьями на дереве за окном. Но когда она снова услышала этот звук, она увидела, что папоротник так сильно двигался вверх и вниз, и что это определенно не могло быть от сквозняка. Что-то происходило за кухонным островом. Кто здесь? Где мой ребенок? Она медленно подошла к кухонному острову и осторожно выглянула из-за угла, а потом она заметила преступника.
Ее милый маленький Джеффри пытался спрятаться за огромным горшком с папоротником. Он начал играть с листьями и тем самым выдал сам себя. Лаура вздохнула с облегчением, но ей нужно было знать ответ на один важный вопрос: как маленький Джеффри попал сюда. Лаура снова положила сына на ковер. На этот раз она хотела точно знать, что здесь происходит. Она установила камеру рядом с двумя своими умными малышами и вернулась на диван. Ее ноутбук был открыт для того, чтобы она могла смотреть все события в прямом эфире. Примерно через 10 минут ее терпение было вознаграждено. Когда она это увидела, на ее лице расплылась широкая улыбка. Собака снова начала лаять, и на этот раз она точно знала почему. Причина внезапной перемены в его поведении была невероятной, и Лора радостно подбежала к ним. Сэмми лаял не потому, что с его лучшим другом происходило что-то серьезное. Он делал это, чтобы позвать Лору. Он хотел, чтобы его хозяйка увидела все собственными глазами. И на этот раз Лаура успела поучаствовать во всем шоу. Сэмми вилял хвостом, и Лора смотрела с восхищением. Для нее это был прекрасный и трогательный момент. Маленький Джеффри одним плавным движением перекатился со спины на живот, приподнялся на ручках и поставил одну дрожащую ногу рядом с другой. Было очевидно, что ему трудно, но в итоге ему это удалось. Джеффри начал делать свои первые реальные шаги, и Лора смогла это увидеть. Все благодаря Сэмми, который громко лает и очень наблюдателен. Какой чудный песик.